Days to talk about Charles Spurgeon, У нас есть 2 дня, чтобы обсудить жизнь Чарльза Сперджена. which I'm delighted to do. He's my favorite character from all of church history. И я очень рад, потому что Чарльз Сперджен мой любимый персонаж из истории церкви. Well, at least post-apostolic church history. По крайней мере, из постапостольской истории церкви. I believe Spurgeon was the greatest preacher that has lived since the apostles. Я считаю, что Чарльз Сперджен был самым великим проповедником, который когда-либо жил на этой земле после апостолов. He was gifted in numerous unusual ways. Он был одарен разнообразными и даже необычными образами. And I think you'll see that as we look at his life and ministry. И я надеюсь, что вы увидите это, когда мы будем рассматривать его жизнь и служение. Before we start, I'm just curious, how many of you have ever read either a sermon by Spurgeon or a book about him? Но мне интересно, я хотел бы, чтобы вы подняли руку, если вы когда-нибудь читали какую-то книгу или проповедь Чарльза Сперджена. Okay, so most of you have already been introduced to Charles Spurgeon. Хорошо, значит, большинство из вас уже что-то знают о Сперджене. And that's good. И это хорошо. I'll tell you how I became interested in Spurgeon. Хочу рассказать вам о том, как я заинтересовался жизнью Сперджена. When I first repented and became a Christian, I was 17 years old. Когда я покаялся и стал христианином, мне было 17 лет. I had grown up going to church in a church that didn't really believe or teach the Bible. Я вырос в церкви и ходил в определенное время в церковь, которая не верила и не учила Писанию. And so I began to visit different churches in my community, looking for one where I knew the preacher, I could tell the preacher believed the Bible. Поэтому я начал искать церковь в своем районе, где проповедник бы верил в Слово Божье. And I ended up going to a Baptist church. И я попал в баптистскую церковь. The pastor was such a thoroughgoing Baptist, he baptized me the first Sunday I visited there. И пастор был таким закостенелым баптистом, что он покрестил меня в первое воскресенье, когда я туда пришел. And that was the first church I belonged to as a Christian. И это была моя первая церковь. It was just a few months before I left home to go to university. Но через несколько месяцев я отправился учиться в университет в другой город. So I wasn't there for very long. Поэтому я не ходил в эту церковь достаточно долго. But it was long enough to hear this name Charles Spurgeon over and over and over. Но это было достаточно долго, чтобы услышать, как люди постоянно говорили об этом человеке Сперджен. I've learned since that's characteristic of many Baptist preachers. И я заметил, что беседы о Сперджене это характерная особенность многих баптистских проповедников. Spurgeon is probably the closest thing to a patron saint Baptists have. Если говорить о лике святых, то в баптизме, наверное, Сперджен это нечто подобное. And so they quote him a lot. Поэтому они часто цитируют его. And after hearing so many quotes from Spurgeon, I thought, this is a preacher whose works I should read. И после того, как я услышал очень много цитат из трудов Сперджена, то я заинтересовался им. And so, as a brand new Christian at age 17, I ordered a couple of books from a bookseller by Spurgeon. И поэтому, когда мне было 17 лет, и я еще был новообращенным христианином, я купил несколько книг с трудами Сперджена. These were collections of sermons. И эти книги представляли собой собрание его проповедей. And they were arranged topically. И они были тематически собраны. And I don't remember both of them. They were titled something like Sermons on Prayer and Sermons on the Cross. И я не помню точно названий, но они что-то напоминали похожее, как молитвы, проповеди о молитве и проповеди о Христе. And I remember vividly that when the books came, I opened the one that was Sermons on Prayer. И я помню, что когда я получил эти книги, я открыл одну из них, и это была книга проповеди о молитве. Very eager to read Spurgeon. Мне очень хотелось прочитать слова Сперджена. Thinking as highly revered as this man is, his sermons must be stellar. И я подумал, если этого человека так уважают, его проповеди, наверное, нечто, с чем я никогда раньше не был знаком. I even remember that the first sermon in that book was a sermon called Order and Argument in Prayer. И я помню, что первая проповедь в этой книге называлась «Порядок и аргумент в молитве». It was taken from the book of Job. Она была взята из книги Иова. And the text was Job speaking about how if he could be face to face with God, he would outline his arguments. И в том тексте, на котором была основана проповедь, шла речь, когда Иов говорил о том, что если бы он мог предстать перед Богом, то он бы изложил перед ним свои аргументы. And the gist of the sermon was that, like Job, when we prepare ourselves to be in the presence of God and pray, we should prepare what we're going to say. И поэтому Сперджен сказал, что подобно Иову,
когда мы обращаемся к Богу в молитве, мы должны, когда мы приходим в Его присутствие, мы должны быть готовы к тому, что мы Ему скажем. Now, I read that sermon today as a mature Christian, and I think it's not a bad sermon. И когда я сейчас, будучи зрелым христианином, читаю эту проповедь, я думаю, да, неплохая проповедь. But as a 17-year-old boy, I was totally uninterested in it. Но когда мне было 17 лет, она мне абсолютно не I понравилась. was very disappointed with my first attempt to read Spurgeon. Я очень сильно разочаровался, впервые встретившись со Спердженом. His sermons are formatted with very small type and very large paragraphs. Его проповеди были отформатированы мелким шрифтом и большими абзацами. And this was not an easy thing to read. И поэтому, еще если вы знаете, что такое старый английский язык, то это трудно читать. And so as a teenager, I set the book aside and I thought, I don't understand what all the fuss about Spurgeon is. Поэтому, будучи тинейджером, я взял эту книгу, положил ее на полку и сказал, вообще не понимаю, что здесь особенного в Сперджене. And it was years before I ever picked up Spurgeon to read his material again. И прошло достаточно много лет, прежде чем я снова начал читать Сперджена. And in fact, I think it was about 21 years ago, I think it was the same year I first came to Ukraine. И, по-моему, это было 21 год назад, в тот же год, когда я впервые приехал на Украину. I was preparing to edit a book by John MacArthur. Я готовился к редакции книги, одной из книг Джона МакАртура. The book was Ashamed of the Gospel. Книга называется «Стыжусь Евангелия». Do you have that one in? Есть эта книга переведена на русский язык? Да, есть. Okay. And it was an analysis of the pragmatic tendencies of modern church philosophy. И в этой книге был анализ прагматической церковной философии современной. And John MacArthur was saying that the fact that people use these pragmatic methods in church proves that the church is in a state of decline. И я помню, прочитал одно предложение, где Джон МакАртур говорит о том, что тот факт, что церковь использует весьма прагматические подходы, указывает на то, что церковь находится в состоянии упадка. And he had clipped out John MacArthur had clipped out a lengthy quotation from Spurgeon and put it with the notes he gave me, and he said, try to fit this somewhere in the book. И я помню, когда я перебирал те бумаги, которые Джон МакАртур дал мне, то одной из них была цитата, которую он выписал, и, точнее, даже вырезал, с Чарльза Сперджена, и попросил меня, пожалуйста, вставь ее куда-то в эту книгу. One of my tasks as editor is when John uses a quote like that, I have to make sure it's properly documented. И когда я, как моя должность редактора книги, и поэтому я, когда нахожу какую-то цитату, я должен дать на нее определенную и правильную ссылку. And in this case, all I had was a clipping that wasn't identified where it was from. И в данном случае, представьте себе, он дал мне цитату, и там даже не было написано, из какой книги она взята. So I had to do a little research to find the source. Поэтому мне пришлось провести исследование для того, чтобы найти источник. It was quite a good quote. Это была хорошая цитата. And it was Spurgeon speaking in the midst of a controversy that's come to be known as the downgrade controversy. И эта цитата была взята из того периода жизни Сперджена, когда он был замешан в очень известном споре. This was sort of the last great controversy that Spurgeon engaged in before he died. Это был последний спор, в котором был замешан Чарльз Сперджен прежде своей смерти. And he was saying very much the same thing John MacArthur was writing about. И он говорил практически то же, о чем говорил Джон МакАртур. That when you see churches moving away from simply preaching the Word of God and they begin to do pragmatic things and offer entertainments, the church is in serious decline. Он говорил о том, что когда церковь перестает проповедовать Слово Божье и уходит в прагматизм и начинает искать способы развлекать людей, которые приходят в церковь, то эта церковь находится в упадке. And when I finally found the source of that quote, it was in a book that was a collection of things Spurgeon had written in the midst of the downgrade controversy. И поэтому, когда я нашел эту книгу, эта книга содержала в себе собрание трудов, которые Чарльз Сперджен написал во время этого спора. I began to read this book, and it was the first time I'd ever read Charles Spurgeon with appreciation. И я начал читать эту книгу, и впервые в жизни мне понравилась книга Чарльза Сперджена. And I couldn't put the book down. И я буквально не мог положить ее. And I took it back to John MacArthur, and I said, he's saying the same things here that you're saying in your book. И я принес эту книгу Джону МакАртуру и говорю, что он говорит то же, что ты говоришь. So John MacArthur took this book and read it, and he came back to me and said,
we should blend all of this material into that book. Он говорит, да, он прочитал эту книгу, пришел ко мне и говорит, давай больше цитат возьмем из этой книги. And so if you read Ashamed of the Gospel, you'll find alongside John MacArthur's critique of the church today, there is this thread of history from Charles Spurgeon and the downgrade controversy. И поэтому, если вы когда-нибудь будете читать эту книгу «Стыжусь благовествования» Джона МакАртура, то вы увидите, что параллельно с тем, что Джон МакАртур говорит о прагматизме в церкви сегодня, также освещается жизнь Чарльза Сперджена в период вот этих споров. That was what first sparked my interest in Charles Spurgeon. И так я впервые заинтересовался Чарльзом Спердженом. I began to read his sermons on a regular basis. Я начал постоянно читать его проповеди. And a few years later, I became sick with a bronchial infection. И несколько лет спустя я заболел бронхитом. And I developed a chronic cough that I just could not stop coughing. И у меня появился хронический кашль, и я не мог перестать кашлять. So there were several weeks where I had to stay home and I couldn't go to work. Поэтому мне пришлось быть в постельном режиме несколько недель, я не мог ходить на работу. And when I got caught up with all my desk work and everything, I had nothing left to do. И когда у меня уже закончилась работа, я лежал просто дома, и мне нечего было делать. The internet was brand new in those years. В то время интернет только появился. I think the World Wide Web was less than 2 years old. Интернету было всего лишь, может быть, меньше, чем 2 года. But it was that year that I bought internet access for the first time. Но тогда впервые я подключился к интернету. And one of the first things I did was look to see if anybody had posted any Spurgeon material online. И первое, что я сделал, я начал искать материалы о Сперджене. And I found at the beginning of 1995, on all of the internet, there were only 8 sermons by Spurgeon. И в 95 году во всем интернете было 8 всего лишь проповедей Чарльза Сперджена. They had been put there by a church in Canada. Их разместила на своем сайте церковь из Канады. They were completely unformatted. Они были абсолютно не отформатированы. It was just large blocks of black text on a gray background. Это просто был черный текст на сером фоне. Now, because my background was publishing, I thought, if somebody would format these better, they might be readable. И так как я был редактором, я подумал, если их лучше отформатировать, возможно, их будет, они станут более популярными, их будет удобнее читать. So I took those 8 sermons and reformatted them and reposted them on the internet. Поэтому я взял эти 8 проповедей, переформатировал их и выложил в интернет. And people saw what I'd done. Люди увидели это. And without my soliciting it, people began to send me more sermons in text files by Spurgeon. И я абсолютно никого не просил об этом, но люди стали присылать мне все свои проповеди Сперджена и просить меня, чтобы я их отредактировал. And it was a blessing to me. I would read them and format them and put them on the internet. И для меня это было благословением читать их, форматировать, выкладывать в интернет. By the end of 1995, I think I had posted 130 sermons by Spurgeon on the internet. К концу 95 года у меня уже было около 200 проповедей, которые я разместил в интернете. And at the time, I thought that makes a pretty significant collection. И я подумал, это серьезная коллекция. And so I called my website the Spurgeon Archive. Поэтому я назвал свой веб-сайт «Архив Сперджена». And because I thought it was humorous, I called myself curator. И я думал, что это будет забавно, и я назвал себя куратором. And people took it seriously. Но люди почему-то эту шутку восприняли всерьез. They began to flood me with more and more Spurgeon material, which I put all of it online. И начали еще больше присылать мне материалов Сперджена, и я их все выкладывал в интернет. And so that's how, almost by accident, my name became connected with Spurgeon. И вот практически случайно, я стал известен для многих христиан в Америке в ассоциации, вместе с Чарльзом Спердженом. People sometimes accuse me of trying to look like Spurgeon. Иногда меня даже обвиняют в том, что я пытаюсь выглядеть как Сперджен. I don't take that as a compliment. Но я это не воспринимаю как комплимент. He was not an attractive man. Потому что, с моей точки зрения, он не был привлекательным мужчиной. Around the year 2000, около 2000 года I got a telephone call from London. Мне позвонили из Лондона. And it was the pastor of Spurgeon's Tabernacle. И это был пастор в той церкви, где нес служение Чарльз Сперджен. And he actually invited me over to preach in Spurgeon's
pulpit. Он пригласил меня проповедовать за кафедрой Сперджена. So I was privileged to do that 6 or 7 times. Поэтому у меня была такая привилегия 6 или 7 раз. And now I find I just cannot get away from the connection with Spurgeon. И теперь уже хочу я того или нет, но я до конца своей жизни буду ассоциироваться с Спердженом. And so this is one of my favorite topics, and I appreciate your being here to hear this. И поэтому хотел бы сказать, что это одна из моих любимых тем. И поэтому я рад, что я могу рассказать вам об этом, и спасибо, что вы пришли послушать. I want to start by giving you kind of a biography of Spurgeon as a young man. И хотел бы начать с биографии молодого Сперджена. I think the real key to understanding Spurgeon is to understand how he grew up and what he was like as a child. Мне кажется, что ключ к пониманию, каким человеком был Чарльз Сперджен, заключается в том, когда мы поймем его детство и юность. I said I think he's probably the preeminent preacher of all time. Как я уже сказал, с моей точки зрения, он один из самых выдающихся проповедников всего времени. He was a remarkable man on several levels. И он вообще был удивительным человеком. There is no one in history quite like him. И я еще не встречал ни одного персонажа из истории, который был бы похож на него. He had no university degree. У него не было учебной степени. He was mainly known for his preaching, not his scholarship. Он был известен больше своими проповедями, чем своей научной деятельностью. And yet, he left a body of published work that represents the single most prolific output of any individual in Christian history. Однако его архив насчитывает больше томов, чем архив любого христианского богослова. Not only that, his books have never quite gone out of print. И интересно заметить, что его книги никогда не перестают переиздаваться. There may have been 20 years or so in the middle of the 20th century where his books were out of print and difficult to come by. Возможно, лишь в середине 20 века был такой период, когда его книги не переиздавались, и их было трудно заполучить. But they're all in print today. Но сегодня они очень популярны. And despite the vast amount of material that's posted on the internet about Spurgeon, people still buy his books. И несмотря на то, что большинство из его материалов можно бесплатно получить к ним доступ в интернете, люди по-прежнему покупают его книги. Over the past 120 years or so, he has influenced millions of pastors and laymen for good. За прошлые 120 лет он оказал влияние на миллионы пасторов и христиан и оказал хорошее влияние. And the current resurgence of Reformed theology in America is owing in part to his continuing influence. И реформированное богословие сейчас в Соединенных Штатах по-прежнему пожинает добрые плоды его работы. By the way, this month we celebrate, or I should say we observe, the 120th anniversary of Spurgeon's death. В этом месяце будет 120-я годовщина со смерти Чарльза Сперджена. He died exactly 120 years ago this week. На этой неделе исполнится 120 лет после того, как он умер. And yet his books, which primarily consist of sermons, are still in print and they're selling really more briskly than ever. Однако его книги, которые по большому счету состоят из его проповедей, очень популярны до сих пор. He has a huge influence on the internet. Он оказывает большое влияние в интернете. And his influence is still felt in the church. И по-прежнему оказывает влияние в церкви. Probably the most important evangelical magazine in America is Christianity Today. Одним из самых влиятельных периодических и христианских изданий в Соединенных Штатах называется газета, которая называется Christianity Today, Христианство сегодня. They recently did a major cover article on the resurgence of Reformed theology in American evangelicalism. Недавно в этой газете была опубликована статья о популярности реформированного богословия в евангельских кругах Соединенных Штатов. And they made a major point of saying that Spurgeon and Jonathan Edwards are the two historical figures who are most responsible for that. И там заслуга тому, что это богословие, здравое богословие является популярным, они отдали эту заслугу Джонатану Эдвардсу и Чарльзу Сперджену. I don't know what it's like in the Russian sectors of the internet. Я не знаю, как дела обстоят на русских христианских страницах интернета. But if you were to follow theological discussion on the internet in English, но если бы вы захотели просмотреть богословские дискуссии на английском языке, you'd see that those two names, Jonathan Edwards and Charles Spurgeon, dominate
the theological discussion. то вы бы увидели, что эти дискуссии доминируются, как бы вот эти имена Джонатан Эдвардс и Чарльз Сперджен упоминаются чаще всего. And I think Spurgeon, if he lived today, would be delighted to see how his material is being disseminated on the internet. И мне кажется, что если бы Сперджен был жив сегодня, он был очень рад, что есть такое средство, как интернет, для распространения его проповеди. He was strangely both old-fashioned and newfangled at the same time. Если говорить о Сперджене, то интересно заметить, что в нем было достаточно странное сочетание такого консерватизма и новаторства. And if you study important figures in church history, you'll discover that's true of many of the great preachers of the past. И интересно заметить, что если мы посмотрим на историю церкви, то такая комбинация наблюдается во многих прекрасных проповедниках. George Whitefield, for example. Например, Джордж Уитфилд. He was, by the way, one of Spurgeon's favorite historical characters. Он был одним из героев Чарльза Сперджена. In his day, Whitefield was considered scandalous and innovative because he preached in the open air. В свое время Уитфилд считался скандально известным, потому что он проповедовал не в церкви, а брал с собой кафедру и ставил ее в открытом поле и проповедовал снаружи. And yet his theology was very old-fashioned. Однако богословие его было очень консервативным. Whitefield ministered during a time when deism was popular and whole churches were apostatizing because of it. Уитфилд проповедовал Евангелие в то время, когда очень популярным был деизм, и много церквей отходило от Христа из-за этого лжеучения. But his preaching represented a return to the orthodoxy of an earlier time. Но Уитфилд проповедовал здравые библейские доктрины. Very same thing is true of Jonathan Edwards. То же самое касается Джонатана Эдвардса and it's true of Spurgeon. И Чарльза Сперджена. At the height of Spurgeon's popularity, there was an article about him in Vanity Fair magazine. В пик популярности Чарльза Сперджена о нем написали статью в одном из самых известных нехристианских магазинов. This was at the time probably the most important and widely read secular magazine in England. So it's a secular magazine. Да, этот магазин, этот журнал, который называется Vanity Fair, как бы я не знаю, у нас нету, наверное, перевода его, но это очень популярный мирской журнал. Как у нас, наверное, сегодня корреспондент, или я не знаю, что-то в этом роде, понимаете, да, о чем идет речь? Among the things the writer of that article said about Spurgeon was this. И в этой статье, что написал автор о Чарльзе Сперджене? He said he's able to extract edification out of slang. Он сказал, что он может брать назидание из сленга. And lots of people in Spurgeon's generation commented on the way he could deliver the profoundest truths in everyday language. И поэтому, что они имели в виду, что у Чарльза Сперджена была способность объяснять глубочайшие истины самым простым языком. Spurgeon himself gloried in being plain spoken. Сам Сперджен радовался тому, что его, своим просторечием. And Spurgeon had no patience with preachers who would use language from the pulpit that the people in the pews could not understand. И Сперджен очень сильно сердился на проповедников, которые с кафедры говорили таким языком, которые люди, которые сидели в зале, не могли понять. Now, 100 years later, English language has changed greatly. За 100 лет английский язык очень сильно изменился. But for English speakers reading Spurgeon's sermons, for the most part, they still convey that plain language ease of understanding. Но, как правило, люди, читающие проповеди Сперджена, написанные еще тогда, даже сегодня могут увидеть простоту его фраз. Spurgeon's life and ministry was completely in the Victorian era. Жизнь и служение Чарльза Сперджена было в викторианский период. In other words, he was a contemporary of Queen Victoria. То есть он был современником королевы Виктории. She lived and ruled for the second half of the 19th century. Она жила и правила в Великобритании во второй половине 19 века. And Spurgeon's ministry was contemporary with that. И поэтому служение Сперджена было современником викторианского периода. Now, when we speak of the Victorian era, that evokes certain images in a lot of people's minds. Викторианский период является очень известным в англоязычном мире. It was an era when class distinctions in England were profound. В этот период классовые различия в английском обществе были очень большие. Polite society bent over backwards to be more polite than ever.
И образованное и культурное общество старалось как можно больше возвыситься и отдалиться от необразованных масс. Certain things that seem perfectly benign to us were scandalous to the Victorians. Некоторые вещи, которые являются абсолютно банальными для нас, являлись скандальными для викторианца. For example, in women's clothing. Например, если мы будем говорить о одежде женской. The famously Victorian clothing covered a woman from her ankles, all the way down to her ankles and all the way down to the end of her sleeves. Как правило, в викторианский период женщина одевалась так, что одежда покрывала ее от щиколоток и до рукава были длинные тоже. Да, были до запястья. And anything less than that was scandalous. И все, что было короче, считалось скандальным. Language was similar. There were words that we would consider perfectly benign that they would not use. И то же самое касалось языка. И были слова, которые были абсолютно простыми, но они не могли их использовать. One of which was the word blood. Одно из них было слово кровь. Now, imagine what difficulties that poses for an evangelical preacher trying to explain the atonement in a culture where the word blood is offensive. Представьте себе, с какой трудностью столкнется проповедник Евангелия, пытающийся объяснить искупление Иисуса Христа в культуре, где кровь является оскорбительным выражением. And as a result, a lot of preachers had cultivated this pulpit language that they use. И поэтому в результате всех этих особенностей некоторые проповедники имели определенный язык для того, чтобы проповедовать с кафедры. It sounded cultured to Victorian ears. То есть он был подогнан под культуру викторианства. It was heavily weighted with academic language and academic terms. И поэтому в нем было очень много научных слов, научных фраз. And it conveyed nothing whatsoever to the common people. И для простого человека эти проповеди были абсолютно непонятны. And preachers actually got into a pattern where they thought the less people understood, the more profound their preaching was. They actually tried to cultivate this language that people could not understand. И, к сожалению, для проповедников стало очень популярным считать, что чем меньше меня поняли люди, тем глубже моя проповедь. Spurgeon's goal was to make the profound truths of Scripture understandable to the everyday person, the workers in the street, in plain language. И поэтому Сперджен поставил перед собой цель проповедовать так, чтобы его понимали простолюдины. And he shocked a lot of people by using the common man's language from the pulpit. И поэтому он шокировал многих людей, когда использовал вот эти слова, которые использовались в обыденной жизни из кафедры. Notice in that short quote I read you from Vanity Fair, the guy said he extracted edification out of slang. Если вы обратили внимание, та цитата, которую я привел из того журнала, в котором было написано о Сперджене, было сказано, что он может назидать, используя сленг. Now the fact is, Spurgeon didn't use slang. Do you have that word? Сленг. Ну вы понимаете, что такое сленг, да? Это Slang is like language that's almost inappropriate. It's not like a cuss word or anything. Мы знаем, что такое сленг, да? Это язык, который является и ненаучным, и не оскорбительным. Он просто такой простые слова, выражения. Поэтому, но на самом деле Чарльз Сперджен никогда не говорил на сленге. Spurgeon didn't use slang, but he simply spoke in the language of the common man. Просто в то время язык простых людей считался сленгом. And this is something that was not done at the time. И поэтому в то время никто не говорил на простом языке. The second most famous preacher in England at the time was a man named Joseph Parker. Вторым по известности и популярности проповедником в Англии в то время был человек по имени Джозеф Паркер. A lot of Parker's sermons were also published and still are in print. Многие проповеди Паркера также были опубликованы и продаются сегодня. Parker liked this high-flown language. Паркер, он был сторонником высоких фраз. He was younger than Spurgeon. Он был моложе Сперджена. He was considered by many people to be more modern than Spurgeon. Многие люди считали, что он был более современным, чем Спurgeon. And yet, if you read Parker's sermons today and compare them to Spurgeon's, it's Parker that sounds more old-fashioned. Однако, если прочитать проповедь Паркера и сравнить ее с проповедью Сперджена сегодня, то можно сказать, что Паркер проповедовал более старые такие идеи. That's because Parker was a product of his times. Потому что Паркер старался угодить своему времени. Spurgeon wanted to use language that